Добрый день, дорогие пекари! После моего выпуска о стадиях выбраживания пшеничного теста возник вопрос, а можно ли точно так же показать ржаное тесто, и сегодня я решила вам его показать. Я только что замесила ржаное тесто, уложила его на брожение. Вот оно прям 2 минуты назад замешано. И я в процессе брожения буду вам показывать, что с ним будет происходить, какие выводы нужно делать. Сейчас я накрываю его крышкой и отправляю на брожение. Напоминаю, что ржаное тесто бродит у нас при высокой температуре, в отличие от пшеничного. Пшеничное всегда температура 22-24, ржаное тесто температура 28-32 градуса тепла. То есть оно у нас любит тепло, ищите теплое место. У меня температура 30 градусов поддерживается в духовке на режиме разморозка. Смотрите свою технику, ищите место, либо это возле полотенцесушителя, либо полы с подогревом, либо еще какое-то место, где у вас температура 28-32, и там мы выбраживаем ржаное тесто, обязательно накрывая крышкой, чтобы не заветрилась поверхность. Все, отправляю и буду показывать вам в процессе. Прошел первый час брожения ржаного теста при температуре 30 градусов. Если быть очень внимательными, то видно, что края теста чуть-чуть округлились, то есть начинается подъем, но подъем пока очень-очень слабый, его почти незаметно. Если мы перевернем миску, то мы видим, что начинают появляться пузыри в толще теста. Но вот эти большие пузыри, это когда я укладывала тесто, скорее всего, остались. А маленькие-маленькие пузырики внутри начинают появляться. Их еще не очень много. То есть это самая первая стадия брожения теста через час после постановки. Отправляю дальше на те же 30 градусов и будем наблюдать. Через 2 часа от начала брожения объем теста ржаного вырос практически в 2 раза. Очень заметно он подрос. Очень заметно округлилась поверхность. И давайте сейчас посмотрим сквозь стенки. Очень много пузырей, активная разрыхленность по всему тесту, почти до самого верха. Пузыри большие, маленькие, не очень равномерные, но если посмотреть сквозь толщу, остался примерно сантиметр для того, чтобы пузыри дошли доверху. Оставляю бродить дальше и будем наблюдать дальше. Прошел еще час брожения теста ржаного. И это полностью выброженное тесто. Смотрите, вся толща разрыхлена до самого верха. Есть большие, есть мелкие пузыри. Очень-очень пористое тесто. И если посмотреть на поверхность, смотрим внимательно, то на поверхности начинают появляться продухи, дырочки. Это значит, что газ дошел до поверхности и появились вот эти маленькие дырочки. Это значит, что тесто выбродило и его пора формовать. Сейчас я заформую и будем следить за подъемом после формовки. Из того теста, которое мы с вами наблюдали на выбраживании, я сформовала подовый вот такой круглый хлеб, присыпала его мукой. Сейчас я отправляю его на расстойку на температуру плюс 30 градусов. Можно его чем-то накрыть, можно накрыть большой миской, можно ничем не накрывать, расстаиваем при плюс 30 градусах. И буду наблюдать за подъемом теста и показывать вам разные стадии подъема этого хлеба. Прошло полчаса от начала расстойки, и мы уже видим заметный подъем хлеба. Как раз вот такая мучная корочка позволяет нам хорошо наблюдать подъем хлеба. Уже дырочки вышли практически на поверхность. Мы видим, что хлеб начинает расти. Сейчас увеличение где-то примерно процентов на 30, наверное, произошло. Я хочу еще больше, чтобы вырос хлеб, и отправляю его дальше на расстойку. При такой же температуре будем наблюдать, как он будет подниматься. Вот так выглядит хлеб полностью расстойный. Прошел час 20 после начала расстойки, и в таком состоянии его пора печь. Я надеюсь, вам стало понятнее, как обращаться с ржаным хлебом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем общаться, будем печь и испечем еще много всего интересного.